В самом сердце Китая, в регионе Внутренняя Монголия, находится одно из самых суровых и неприветливых мест на планете – пустыня Кузучи. Тем не менее, в течение нескольких десятилетий это место превратилось в символ трансформации и возрождения. История, о которой пойдет речь, начинается в 1958 году, когда правительство Китая предложило смелое решение, направленное на борьбу с опустыниванием и улучшение жизни местных жителей. Это решение заключалось в переселении миллиона кроликов в безжизненные пески пустыни. И результат этого эксперимента поразил мир. На первый взгляд, идея переселить миллионы милых зверьков в бесплодные земли кажется странной и даже абсурдной. Но именно в этом и заключается суть прогресса. Смелость и инновации. Готовность бросить вызов традиционному мышлению и испытывать новые концепты, даже если они кажутся нелепыми. Кролики-рексы, которых выбрали для этой уникальной программы, оказались не только изумительными созданиями, но и настоящими героями проекта, способными изменить судьбы целых регионов. Во времена, когда человечество сталкивается с угрожающими последствиями изменения климата, истощением ресурсов и опустыниванием, пример Китая становится знаковым. Тем более, что этот опыт может служить уроком для других стран, стремящихся восстановить свои экосистемы. Теперь давайте погрузимся в детали этого удивительного проекта, проанализируем его последствия и увидим, каким образом он стал катализатором изменений в жизни местных жителей. Одной из основных причин выбора именно кроликов для данного проекта было их удивительное приспособление к засушливым условиям. Кролики-рексы, которые были выбраны для переселения, отличаются высокой плодовитостью и способностью выживать в условиях нехватки воды. Эти животные могут безболезненно переносить диету, основанную на грубой растительности, что делает их идеальными кандидатами для жизни в пустыне. Селекционеры, работающие над созданием кроликов-рексов, учитывали ряд факторов, от их здоровья и устойчивости к болезням до скороспелости и способности к размножению. В результате получился вид, который становится более устойчивым в сложных климатических условиях. Эти кролики не только быстро размножаются, но и имеют жизненно необходимые адаптации для выживания в сложных окружающих условиях. К тому же кролики способны быстро адаптироваться к пищевым источникам, разнообразие которых вызывает интерес ученых. Они могут есть как сухие травы, так и другие растения, которые здесь произрастают, а их привычки по поеданию растительности способствуют поддержанию естественного уровня экологического баланса. Кролики взаимодействуют с окружающей средой, удаляя однобокие виды растений, которые угнетают других, создавая место для более разнообразной флоры. Примечательно, что к 2017 году количество кроликов-рексов в китайских пустынях достигло впечатляющих 4,5 миллиона. Эта невероятная цифра стала результатом обширной программы разведения и реинжиниринга экосистемы. Проект не только изменил экологическую ситуацию в регионе, но и положительно сказался на экономическом благосостоянии местного населения. Объем производства в этом секторе составил 560 миллионов юаней, примерно 80 миллионов долларов США, что стало значительным подспорьем для крестьян и пастухов. Фермеры начали разводить кроликов не только для мяса, но и для получения пушистого меха, который пользуется спросом на рынке. Кроличий мех стал основным источником дохода, что создало новые рабочие места и возможность для развития местной экономики. Из-за высокого спроса на кроличий мех местные жители начали развивать целые предприятия, специализирующиеся на его производстве и продаже. Благодаря поддержке правительства местные фермеры получали субсидии и кредиты для расширения своего кролиководства. Этот рывок в бизнесе стал началом новой эры для сельских общин, и многие жители за короткое время
смогли значительно улучшить свои жизненные условия. Поддержка государства также включала образовательные инициативы, направленные на обучение местных жителей современным методам разведения и ухода за кроликами, что способствовало не только увеличению доходов, но и укреплению разумного подхода к использованию природных ресурсов. Одним из наиболее захватывающих результатов данного проекта стало превращение пустыни в оазис. Со временем на землях, где раньше царила песчаная безжизненная пустошь, начали появляться зеленые просторы, изобилующие растительностью. Это была нелегкая задача – преобразовать дикие земли в экосистему, где местные жители могли бы процветать и развиваться. Процесс был постепенным, и результаты стали видны не сразу. Прежде всего необходимо было создать устойчивую экосистему, в которой кролики играли ключевую роль. Специальные агрономические стратегии, такие как севообороты и комбинирование культур, были внедрены для повышения плодородия почвы и создания необходимых условий для роста растительности. Кролики стали частью системы пастбищ, которые предоставляли натуральные удобрения, способствуя улучшению структуры и качества почвы. В результате этого новые виды растений начали пробиваться на поверхность и увеличивать запасы влаги в земле, что привело к дополнительному увеличению биологического разнообразия. Используя кроликов как часть агропромышленной системы, местные фермеры получили возможность снизить свои затраты на удобрения и повысить продуктивность своих земель. Практики повышения уровня образования экологических знаний среди местного населения сыграли важную роль в процессе преобразования экосистемы. Созданные местные группы экосознательных фермеров начали действовать как катализаторы изменений, распространяя знания о том, как работать с природой, а не против нее. Также были организованы тренинги и семинары, где фермерам объясняли важность достижения общих экологических целей. Не менее важным аспектом данного проекта стали социальные изменения, происходящие в жизнях местных жителей. Люди начали оставаться на месте, многие были в состоянии улучшить свой уровень жизни, что также значительно повлияло на уровень образования и здоровья. Все эти изменения решили несколько проблем одновременно, включая сокращение миграции в поисках лучших условий жизни и повышение уровня безопасности, поскольку общины начали укрепляться. К тому же фермеры начали активно обмениваться опытом и знаниями между собой, делясь своими историями и достигнутыми успехами. Наблюдение и одновременная поддержка научных сообществ способствовали формированию специфического культурного кода, отражающего значимость сотрудничества и участия. Также в этом контексте стоит упомянуть о создании организаций, занимающихся координацией усилий местных фермеров и обменом ресурсами. В образовательных учреждениях начались занятия, посвященные природе, экологии и устойчивому сельскому хозяйству. Дети, обучаясь на примерах из жизни, стали более осознанно относиться к проблемам экологии, что создало новое поколение защитников окружающей среды. Программы по уходу за кроликами и мастер-классы по производству текстиля на основе кроличьего меха стали популярными среди молодежи, что привело к формированию новых творческих инициатив. Эти творческие подходы не только способствовали экономическому росту, но и укрепили культурные связи и идентичности местного населения. Несмотря на успехи, особенно важно, что этот проект не стоит на месте. Научные исследования продолжаются, и ученые ведут работу над тем, как можно еще улучшить условия для жизни кроликов и переработки экосистемы. Одной из новых идей заключается в том, чтобы использовать кроликов как часть более широкого сельскохозяйственного цикла, например, сочетание их разведения с посадкой специальных растений, которые могут улучшать структуру почвы и ее питательные свойства. Кролики также начали применяться как часть образовательных программ для местной молодежи,
Дети обучаются как заботиться о животных, так и пониманию важности сохранения экосистемы. Это может способствовать интеграции принципов устойчивого развития в сознание будущих поколений. Также важно отметить, что правительство Китая активно поддерживает аналогичные инициативы в других регионах страны. Программы по восстановлению экосистем с использованием животных становятся одинаково важными в борьбе с изменением климата и истощением природных ресурсов. Успех данной инициативы стал заметным за пределами Китая, вызывая интерес у экологов со всего мира. Проект по переселению кроликов стал примером для подражания, вдохновляя другие страны, сталкивающиеся с проблемами опустынивания и изменения климата, создать схожие программы. Конференции и симпозиумы, посвященные проблеме охраны окружающей среды, стали популярными, и опыт Китая стал обсуждаться на международных форумах. Сами исследователи, занимающиеся экосистемами и возобновляемыми ресурсами, используют результаты этого проекта в своих работах. Он стал основой для множества научных статей и исследований, посвященных переселению животных и экосистемным преобразованиям. Китайский проект по переселению миллиона кроликов в пустыню Кузучи стал знаковым событием, изменившим множество жизней и экосистему целого региона. От животноводства и сельского хозяйства до социальных изменений и экономического роста этот проект доказал, что даже если задача кажется невыполнимой, совместные усилия могут изменить мир к лучшему. Сейчас, через десятилетия после начала этого смелого проекта, можно сказать, что кролики стали не просто частью местной экосистемы. Они олицетворяют надежду и изменения, которые возможно достичь благодаря решению следовать за мечтой даже в самых сложных условиях. Это не просто история о кроликах, это урок об упорстве и человечности. Мечта о процветании, о здоровом и устойчивом будущем все еще жива, и кролики-рексы являются ее символом. Важно помнить, иногда самые маленькие создания способны принести самые большие изменения в мир. Эти кролики, которые получили второй шанс на жизнь в пустыне, напоминают нам о том, какие возможности кроются в природе и как важно беречь ее для будущих поколений.